Всем добрый день. Я сегодня от таких больших глобальных идей политики, спасибо, от больших идей таким реальным ежедневным продуктам и сервисам, которые мы делаем в Каспи, поэтому я бы хотел в первую очередь рассказать о Каспи и плюс сказать, с особой гордостью от всей нашей команды, что Каспи – это компания, которая сделана в Казахстане. И сегодня как раз я посвящу этому очень много интересных деталей. То есть, во-первых, что касается нашей компании, мы работаем достаточно просто, но на основе самой главной миссии. Это ценности, которые отражают стиль жизни каждого из нас. Да? И мы считаем, что мы хотим создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь нашим любимым клиентам. Вы здесь не увидите в нашей миссии ни про индустрию, банк, не банк, услуга, не услуга, рынок, ограничения. То есть мы просто говорим, что мы готовы делать сервисы и услуги, которые улучшают жизнь нашим любимым клиентам. На основе этой миссии мы построили совершенно уникальную бизнес-модель. Такой бизнес-модели нету нигде в мире. И заключается она в следующем, что, во-первых, у нас в центре всегда наш любимый клиент. Вокруг нашего любимого клиента мы организовали несколько платформ. У нас есть платформа платежей, у нас есть marketplace e-com, у нас есть госуслуги, финтех. Совсем недавно мы добавили также travel. Что у нас в платежах? В платежах казахстанцы могут оплачивать 5000 услуг совершенно бесплатно, без комиссии, мгновенно, прямо в мобильном приложении. Делать переводы своим близким и друзьям тоже без комиссии, делать покупки Каспи QR и пользоваться самой любимой всеми картой Каспи Gold. У нас есть marketplace. В e-com у нас уже 1,2 миллиона товаров, то есть казахстанцы уже сегодня и сейчас могут заказывать товары к себе домой. Мы сделали возможность выбрать самые выгодные цены, сделать покупку в кредит, сделать покупку в рассрочку, получать бонус, участвовать в акциях. И мобильная коммерция, где у нас 80 тысяч партнеров. Мы растем очень быстро. Это когда мы даем возможность нашим партнерам продавать больше, как в онлайне, так и в магазинах. Финтех – это то, откуда мы начинали. Это самая такая скучная индустрия, которая называется банком. Нам, честно говоря, я укладываюсь в 15 минут, а это 15 лет нашей работы. В 2006 году мы начали работать над Каспи. Есть финтех, это, соответственно, у нас управление личными финансами, этот бизнес, который мы очень хорошо знаем, то есть это все кредитные продукты физических лиц, это депозиты. И совсем также недавно, в прошлом году, особенно мы активно очень начали запускать финансирование малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Сейчас это для нас приоритетный продукт, и мы растем очень быстро. И у нас есть также недавнее добавление, это государственные услуги онлайн. Здесь мы даем возможность казахстанцам пользоваться государственными услугами быстро, просто, бесплатно. Работаем вместе с госорганами для того, чтобы эти сервисы дать доступным каждому рядовому гражданину. Все это делаем бесплатно, все это делаем за свой счет. И в то же самое время работаем вместе с госорганами и делимся своей экспертизой. Можно оплатить налоги, штрафы, зарегистрировать свой бизнес, переоформить автомобиль. Уже каждый третий автомобиль в стране переоформляется с помощью приложения Каспи. Это когда происходит купля-продажа автомобиля. И совсем недавно мы запустили получение пенсии для наших любимых родителей и пожилого поколения. И также пособие на ребенка. Тоже можно получить через наше приложение бесплатно. И родителям теперь не нужно... Лучше заниматься ребенком, а не ходить в ЦОН и подписывать документы и заниматься бесполезным оформлением и бумажной волокитой. Самая уникальность нашего приложения, нашего бизнеса заключается не в том, что у нас много сервисов, но это все в одном приложении. То есть в мире нету такого примера, когда все такие сервисы находятся в одном приложении. Почему мы называем Каспи KZ суперприложением? Мы называем суперприложением, потому что в нем, в одном единственном приложении полностью интегрированы различные сервисы вокруг вашей ежедневной жизни. То есть у нас есть платежи, про которых я говорил, госуслуги, ЖД-билеты, это мы travel запустили совсем недавно, у нас есть и ЖД-билеты, и авиабилеты, электронная коммерция, акции, где вы можете бонусы получать, переводы делать знакомым, друзьям, близким, членам семьи, и также Каспи QR. Очень много разговоров здесь было про Каспи QR. Каспи QR сейчас в Казахстане является самым популярным методом оплаты. Я иногда, когда общаюсь, люди уже забывают пластиковую карту, потому что везде есть QR-код. И сейчас 11 миллионов пользователей
пользуются приложением Kaspi KZ. То есть в Казахстане сейчас у нас 19 миллионов человек, 11 миллионов ежемесячно пользуются приложением Kaspi KZ. Из них 6 миллионов заходит ежедневно. То есть 60, то есть из 10 человек, 6 человек заходит ежедневно в наше приложение. Такое самое, ну, в мире единственное приложение, которое я знаю, у которого показатель больше, чем у нас, это WeChat в Китае. Вот результат нашей работы, например, наглядно, госуслуги. Вот мы начали в прошлом году делать госуслуги, у нас ребята, работает классные ребята, классная команда. Вот, и запустили отдельный раздел. Запустили в сентябре 2020-го, было 1,7 миллиона пользователей в месяц. Сейчас 7 миллионов пользователей в месяц пользуются госуслугами в Казахстане. И все услуги совершенно бесплатно. Можно там Ашик, я не знаю, кто-то из здесь присутствующих, наверное, заходил по нашему приложению, проверял Ашик. Вот, получать пенсию, я сказал, оформить пособие. Можно открыть социальный счет. Вот, соответственно, мы тоже запустили этот продукт недавно. И все это бесплатно, без комиссии, очень удобно. Пользуются от Kaspi Gold, получили пенсию, перевели на Kaspi Gold, пользуются всеми сервисами Kaspi. Вот, и также есть Kaspi Gold. Это самая любимая карта в Казахстане. Сейчас около 9 миллионов пользователей. Вот. И мы в какой-то момент подумали, а можно ли выдать карту за 60 секунд? Здесь, я так понимаю, в зале есть, я вижу знакомые лица, но в зале много также гостей на этой конференции, правильно? Вот. И многие не представляют вообще, как происходит выдача карты в Казахстане. Такого нету нигде в мире. Такую технологию не разработал никто. И... Ну, я не знаю, там, в России, в Узбекистане сколько занимает? Там, неделю получить карту с напечатанным именем на ней. 3 дня занимает. Ну, и даже здесь, в некоторых банках занимает там, до 10 дней. Да? Мы сказали, а мы можем сделать за 60 секунд, чтобы можно было распечатать прям карточку с вашим именем на ней? Вот, мы сказали, что мы технологии разрабатываем. Все технологии разрабатываются в Казахстане, кстати, нашей командой. У нас нету там толпы консультантов, которые за нас делают. Разные мифы говорят, что типа кто-то для нас что-то делает. Делаем все мы сами. И разрабатывает наша команда в Казахстане. Вот. У нас есть технология подтверждения биометрии, соответственно, в нашем приложении это обеспечивает безопасность денег. У нас есть QR, про который я только что говорил. И мы сказали, если мы объединим Kaspi ID, там наше приложение, объединим Kaspi QR и сделаем аппарат, который на ваших глазах будет печатать карточку пластиковую, то это будет реально круто. И вот мы создали такой аппарат, называется Kaspi Картомат. Он уже работает здесь у нас пару лет. Вот, и к нему подходишь, если он не в разогретом состоянии, за 60 секунд напечатает вам карточку с вашим именем на ней. А если он разогрелся уже, поработал над парой карточек, он за 45 секунд вам распечатает карточку прямо на ваших глазах. Нигде в мире такой технологии нет. И сделана эта технология в Казахстане. Точно так же, например, мы сказали, что мы хотим как бы продолжить развитие и превращение экономики с наличной в безналичную. Ну, для того, чтобы наличный превратить в безналичную, с одной стороны, мы сделали карту, которая была самой популярной, она дала очень большой рост. Но потом мы сказали, также нужно дать устройство предпринимателям. Ну, а как предприниматели получают наличными, надо сделать так, чтобы смогли получать безналичными. Соответственно, мы разработали несколько классных технологичных устройств. Это Smart POS, который делается специально для нас. Но технология полностью наша и производится для нас. Мобильный POS и также QR-дисплей. Если кто-то был в Китае, ну, приблизительно вот такие у них девайсы также есть. Вот в результате всего этого мы создали пользовательский опыт, когда вы приходите в магазин, сканируете QR-код, и сразу автомат нажимаете на кнопку «Ваше приложение», и вы автоматом можете оплатить покупку. Вот результаты того, как мы расставили устройство. То есть в третьем квартале 2020 года было 22 тысячи POS-устройств. Мы поставили себе задачу за 12 месяцев раздать как можно больше устройств предпринимателям, чтобы могли принимать оплату безналичными, особенно с QR-код. Мы увеличили количество POS-ов, это только Kaspi POS-ы, до 215 тысяч POS-ов. Мы 193 тысячи устройства, как POS-ы, так и мобильные устройства, бесплатно раздали предпринимателям. И темпы роста, ну, совершенно фантастические. Да? Вот вы видите, там, во втором квартале было 180, в третьем 215, мы продолжаем расти. То есть наша задача дать возможность предпринимателям принимать оплату безналичными. Если посмотреть как бы на Казахстан, к чему все это приводит. Ну,
затронули некоторые цифры, я тоже хотел бы их в динамике показать. Вот декабрь 2016 года и июнь 2021 года. В декабре 2016 года мы запустили Kaspi Gold, карту, которую я вам показал. Где-то вот 2018 чуть-чуть мы запустили мобильное приложение. Вот. В декабре 2016 года безналичные покупки в стране были 161 миллиард тенге. В июне 2021 6,3 триллиона тенге. Это рост в 39 раз. Как можно посмотреть в перспективе? В 15% была доля безналичных платежей в декабре 2016 года. 77% безналичные платежи в 2021 году в июне. Это один из самых высоких уровней безналичных платежей. И темпы еще не останавливаются, все это растет. В Казахстане один из самых высоких темпов в мире прироста безналичных платежей. По 6 месяцам 138% по сравнению с прошлым годом. Россия 39%. И в Казахстане доля уже огромная. Все равно продолжает расти. То есть Казахстан сегодня является одним из мировых лидеров по росту безналичных платежей. Мы также сделали, у нас было таким, я бы сказал, это как бы не результат, но мы обещали своим клиентам, это было выступление на нашей презентации новых продуктов в 2018 году, что мы сделаем IPO. Мы сделаем IPO, поставим Казахстан на мировую карту инноваций. Вот. И мы свои обещания сдержали. Мы, соответственно, в 2020 провели IPO Kaspi KZ. Это было второе самое крупное IPO на лондонской бирже, четвертое самое крупное в Европе. И на сегодняшний день капитализация Kaspi 25 миллиардов долларов. Это является одной из самых крупных финтех-компаний в мире. Для перспективы Яндекса капитализация 27 миллиардов долларов. Для сравнения. Тинькофф 21. Приблизительно. Спасибо. И кроме этого, нам реально просто нам так хочется рассказать, понимаете, про Казахстан, вы не представляете. Мы везде всегда рассказываем про Казахстан. И мы считаем, что в Казахстане реально темп развития инноваций выше, чем в других странах. И про это нужно говорить. И вот мы нашли площадку также, где об этом говорят. Гарвардская бизнес-школа написала кейс про Kaspi KZ. Это кейс достаточно уникальный, он про нашу историю. И студентов второго курса обучают по этому кейсу бизнес-школы, магистратуры. Уже 2 года этот курс читают, и в этом году снова будут по кейсу Kaspi читать. Очень редко бывает, чтобы в Гарварде 3 года подряд про одну и ту же компанию читали кейс. Спасибо всем большое. Kaspi KZ сделано в Казахстане.